Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Опачки! Франция! Мы с вами только что внезапно и неожиданно оказались во Франции. Кажется, это старая граница между Испанией и Францией. Когда-то здесь был пограничный контроль, досмотр. Ну и сейчас какая-то служба осталась. Но проезд абсолютно свободный. Даже останавливаться не надо. Как было бы здорово, если бы между всеми государствами можно было вот так путешествовать. Я бы сразу отправился в кругосветку. И вот мы с вами въезжаем в какой-то маленький, уже французский городок. Обратите внимание, какой контраст. Франция вообще не задумывается о туризме в этом регионе. Они ведь теряют миллионы евро. Где рестораны, где отели? Просто город, просто живут люди. Может быть, так и правильно. Сложно судить. Как бы вы поступили, имея недвижимость в таком месте? Просто жили бы сами и наслаждались? Или сдавали бы туристам и зарабатывали на этом? Ну, можно было бы год не работать, просто тратить деньги, которые заработал в сезон. Боже мой, почему все серое? Зачем все красить в серый цвет? Или это не краска, а просто бетон, штукатурка. Зачем строить дома так близко, чтобы закрыть весь вид, всю шикарную панораму? Будьте здоровы! Складывается ощущение, что они попытались воссоздать здесь атмосферу средневекового города. И это, в принципе, получилось. Но тогда люди не путешествовали, тогда они просто здесь жили. Работали вон там в поле, где-нибудь шахту какую-нибудь разрабатывали. Да?
А вот вам и работа. Пожалуйста, завод. Конечно, сложно испортить такую красоту, такие горы и такие виды. Но французы постарались. Вот сейчас еду и думаю, что большой красивый ресторан на месте этого завода приносил бы больше денег, чем сам завод. Неужели этого не понимают? А с французской стороны в горы уперлась густая плотная облачность. Перевалить через горы не может и висит здесь. Может быть, даже прольется дождем. По Франции снова едем по бесплатным дорогам. На автостраду не выходили, поэтому средняя скорость километров 50 в час. Очень много колец. Обалдеть, какой красавец. Хорошо, что Танюшка сзади контролирует дорогу и смотрит вперед, пока я отвлекаюсь на что-то. И если что-то замечает, то коленом меня поправляет. Спасибо ей. В ее руках наша безопасность. В населенных пунктах сбрасываем до 30. Надо, пожалуй, остановиться, пододеться, а то похолодало. Какое необычное дерево. Это оно не болеет, это у него так естественным путем кора отслаивается. Ну а я куртку одел, Мишка с Танюшкой поменялись. Едем дальше любоваться красотами Франции. Нам еще любоваться ими сегодня 553 километра. И завтра еще километров 700.
слева от дороги проходит канал или река в бетонных берегах. Довольно живописно. Большая площадка для отдыха. И снова деревня. Мы тут уже задумываемся о том, чтобы попробовать выскочить на платку и узнать, сколько это стоит. Если как в Португалии, то, конечно, вернемся на эти дороги. А если более гуманно, то имеет смысл. Давайте сделаем короткую остановку. Я в навигаторе открою маршрут. Сейчас показывало 19:46. Мы будем на месте. Убираем птичку бесплатных дорог. Смотрим. 565 километров. 5 часов 25 минут. 18:27 будем на месте. А было 19:30. Час экономии на платных дорогах. Ну, не знаю, давай попробуем. Если что, съедем. Вот, как раз через платную автостраду проехали. По 2 полосы в каждую сторону. Деревень нет, ограничений. Ну, какое-то есть. 110 или 130. Нам, конечно, такие скорости не надо, но 90 я бы уверенно держал. На въезде на автостраду никаких ворот, никаких рамок, просто въехали. Конечно, ехать здесь менее интересно, но зато значительно быстрее. Держу 95. Едем сейчас и голову ломаем. А какая здесь система оплаты? Электронная или со шлагбаумами? В прошлый раз, когда выскочили на платку, платили на шлагбаумах. Но вот сейчас еду, вижу много съездов с платной автострады без каких-либо пунктов оплаты. То есть можно выехать и можно въехать. Загадка. А останавливаемся мы для того, чтобы поменяться местами. Мишке с Танюшкой. Не задерживаемся, едем дальше. Почему мы так заморачиваемся из-за этого часа разницы, который показывает навигатор? Дело в том, что если ты едешь по бесплатным дорогам и навигатор показывает, допустим, 19:30, то добавлять к этому надо еще 2-3 часа сверху на остановки, пробки, на знаки, которые навигатор не учитывает, на какие-то ремонты, объезды. Если же идешь по автострадам, то к расчетному времени можно накидывать около часа. Вот сейчас 18:41, ну, 19:40-20. Я считаю, нормальное время прибытия в отель, чтобы успеть еще принять душ, поставить на зарядку все гаджеты и выспаться. А по бесплаткам мы будем там часов в 12 ночи или в час.
Опять же помоемся, все зарядим, но выспаться уже не получится. А вот, кажется, и ворота оплаты. Можно картой, можно наличкой и можно с помощью транспондера, специального прибора, закрепленного в машине или на мотоцикле. Даже не знаю, на мотоциклы они крепятся. Поехали туда, где наличкой. Как раз узнаем, что почем. Так. Карта. Везде, что ли, картой? Непонятно. Ну, вот здесь написано 2 метра, мотоциклы... мотоциклам нельзя. Видимо, да. К оплате нам посчитала 1 евро. И здесь только карта. Нет купюроприемника, да? Нет, купюроприемник есть. А сдача выдавателя нет. Ладно. Прямо скажем, по сравнению с Португалией, почти даром. За 1 евро даже кофе не купишь в кафешке. А вот и город Тулуза. Мы отъехали довольно далеко от гор. Тучи рассеялись. И здесь становится жарко. На термометре уже 30 с копейками. Но останавливаться и снимать куртку пока просто негде. Будем ехать греться. Въезжаем на следующий платный участок. Берем билет. Сейчас обратил внимание, что желтых деревьев по обочинам все больше. Чувствуется уже приближение осени. Скоро дети в школу пойдут. А нам и зима не за горами. Съезжаем с автострады. Будем платить.
Что-то они много туда пихают. 20 что-то там. Так, ну, давайте разбираться. Талончик сюда. 2 евро 10 центов. Ну, чуть дороже, но не смертельно. Заплатим наличкой для разнообразия. Эй. Не укатывайся. Куда тут закидываются монетки? 1, 2 и 10 центов. Вот они. Есть. Дальше идем по дороге А20, и кажется, она бесплатная. А еще нам нужна заправка. Мы уже сожгли все испанское топливо. Яблоневые сады. Парижа 618 километров. Ну, он снова в стороне от нашего маршрута. Мы пойдем южнее. Наконец, съезд на заправку. Я уж думал, не дотянем. А еще обязательно надо раздеться. Потеплело, прям потеплело. 35 градусов. Как мы еще все в куртках едем. Мишка вообще заснул. Согрелся и заснул. А где заправка? Чувствую, что меня обманули. Обещали заправку, а тут какая-то дорога. Что? Куда? Все, у меня бензин закончился. А вон заправка. Высохли. И вот думай теперь, дотолкать или заливать. Наверное, проще дотолкать. Первым делом я снимаю куртку, потому что толкать одетым тот еще мазохизм.
О. Дотолкали до заправки. Нет лучшего способа согреться, чем потолкать руками мотоцикл с коляской. А здесь, глядите, какая история. Мы закатываем мотоцикл, и везде надпись «Картес». Картес. Оплата картой. И вот я не знаю, а за наличку нам сейчас нальют бензина или надо идти платить на кассу. Вроде как что-то здесь такое есть, что можно платить кэшем, либо картой. Ну вот не течет ничего. Нашлась касса. И здесь вроде можно было бы заплатить наличкой, но на ней никого нет. Пусто. Пойду в кафешку спрошу. В кафе нашлась касса, но предоплата. Платишь, потом заливаешь. Я так прикинул, что на 20 евро нам должно войти точно. С местными ценами, учитывая, что мы высохли полностью, на 20-ку влезет. Почему не платим картой, если кто-то пропустил в предыдущих сериях? Мы попытались в таком аппарате вставить карту, оплатить. И была попытка списания с карты 200 евро. Вот и заправились. Неполный даже бак получился. Но бензина хватит, можем ехать дальше. А сначала давайте найдем место, где пообедать, посидеть, отдохнуть. Высушили бак. Теперь надо, чтобы насос накачал. Есть. Нашли свободный столик в теньке. На обед у нас сегодня такие кусочки курицы, булочки и молоко. И только пообедав, я вспомнил, что мы хотели на этой стоянке посушить палатку. А она у нас так и осталась лежать мокрая в коляске. Со всей этой суетой с заправкой, с тем, что обсохли, просто вылетела из головы. Ну, значит, сушить будем где-нибудь еще. Что-нибудь придумаем. Мусорка, в которую можно мусор выкинуть, не останавливаясь, просто из окна, оп, и в мусорку. Удобно.